Адриан жил в городе и часто ездил в близлежащие горы, где ставил палатку и жил несколько дней в лесу. Кемпинг был для него не только развлечением, но и давал возможность провести некоторое время в одиночестве. Он расслаблялся и восстанавливался после напряженной работы в городе. Но однажды случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Когда он сидел перед своей палаткой, разжигая небольшой костер, Адриан услышал шум, какой-то скулящий, пронзительный, стонущий звук. Мужчина провел много времени в этих горах, но никогда не слышал такого звука. Адриан встал и медленно пошел в том направлении, откуда, как он предполагал, исходил плач. Было трудно определить источник шума, так как деревья приглушали звуки. Но, наконец, он увидел нечто, что его поразило. Перед ним лежали два крошечных волчонка. Им было всего несколько недель, и они выглядели ужасно беспомощными и беззащитными. Первой мыслью Адриана было взять их на руки и отнести в безопасное место. Но он знал, что где-то поблизости должна быть мать. Возможно, она ушла за едой, а может, наблюдала издалека. Так или иначе, Адриан оставил детенышей там, чтобы избежать возможной атаки со стороны волчицы. Однако через несколько дней стало совершенно ясно: волчат никто не ищет. Мать так и не появилась, и малыши были предоставлены самим себе. Когда Адриан заметил, насколько они истощены, он понял, нужно действовать. Он упаковал снаряжение и осторожно подобрал двух плачущих волчат. Вернувшись домой, его встретила кошка по имени Принцесса Красивая, ласковая, с несколькими пометами за плечами. Адриан очень ее любил. Посидеть с ней вечером, погладить — это был один из его способов расслабиться после тяжелого дня. Когда принцесса увидела двух волчат, ее поведение изменилось. Она заинтересовалась, подошла поближе и перевела взгляд с малышей на Адриана, будто спрашивая, кто они? «Зачем ты их привел?» У Адриана не было времени на объяснение. Волчат нужно было срочно накормить. Пока он готовил смесь и поил малышей из бутылочки, принцесса наблюдала. А потом произошло нечто удивительное. Кошка подошла и начала мягко тереться о волчат, а затем легла рядом с ними. В ней проснулся материнский инстинкт. Она, казалось, приняла их как своих котят. В следующие недели волчата росли, набирали вес, становились активнее. Принцесса заботилась о них, вылизывала, играла, успокаивала. Они следовали за ней по пятам, будто это их настоящая мама. И даже когда они выросли, став крупнее принцессы, та все еще была для них авторитетом. Если во время игр волчата вели себя слишком грубо, она быстро ставила их на место. Адриан с умилением наблюдал, как его миниатюрная кошка командует двумя все более крепкими и сильными хищниками. Но шло время. Волчата становились все крупнее. Они начинали портить мебель, сносили предметы с полок и нуждались в особом рационе. Адриану становилось все труднее содержать их дома. Корм стоил целое состояние, а в квартире им стало тесно. С тяжелым сердцем он принял решение отдать их в заповедник. К счастью, неподалеку как раз завершилось строительство нового просторного вольера для диких животных. Сотрудники заповедника были рады принять двух молодых, здоровых волков и обещали заботиться о них. Простившись, Адриан оставил волчат в добрых и опытных руках. Он не вернулся туда ни разу. Время шло. Годы спустя принцесса заболела. Ее организм постарел, и тело больше не справлялось с болезнями. Ветеринар предложил усыпить кошку, чтобы избавить от страданий. Адриан согласился, но захотел напоследок сделать ей подарок и еще раз увидеть тех, кого она вырастила. Он посадил принцессу в переноску и направился в заповедник. Подойдя к вольеру, он сразу узнал двух волков. Но те казались равнодушными, смотрели, не узнавая его, и отворачивались, будто он был обычным посетителем. Адриану стало грустно, но он не терял надежды. Он аккуратно достал принцессу из переноски и поднял ее, чтобы показать волкам. И тогда произошло чудо. Глаза волков загорелись, и они бросились к стеклу. Они ярко отреагировали на принцессу, будто узнавая. Волки прижались к прозрачной преграде, а кошка, дрожащая от старости, тоже потянулась к ним. Она терлась об стекло, мурлыкала и смотрела на своих воспитанников с материнской нежностью. Никто из людей в тот момент не мог сдержать слез. Вся команда заповедника, случайные посетители, все замерли,
наблюдая за этой невероятной встречей. Оказалось, что любовь и привязанность не знают ни границ вида, ни времени, ни расстояния. Принцесса еще немного побыла с волками, а затем тихо уснула в машине Адриана по дороге домой. Эта история напоминание о том, как много может сделать доброта, и что материнская любовь, даже если она исходит от кошки к волчатам, способна изменить судьбы. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!